Кое-что а, м, изменилось в компании, какие-то проекты подошли к концу, какие-то новые информации в новостях в разделе на сайте появились. Ну, давайте обо всем об этом потихоньку, полегоньку. Сегодня мы с вами поговорим. Для этого я, как обычно, сейчас поставлю презентацию. Сначала ее надо нам открыть, чтобы она вот здесь у нас повисела маленько. Сейчас поделюсь с вами экраном. Ага, ага. Кое-что отсюда мы сейчас сделаем. Ну, собственно говоря, все. Все. Слайды на экране. Можем мы, собственно говоря, с вами общаться. А, Renaissance Space Labs. Все мы с вами ждем, когда закончится у нас официальная часть конвертации Equity Convertible Note в доли компании в акции. Да, процесс застопорился на 60% и 32 у нас получается десятых, на 32 сотых, да, процента. Ну, что ж, застопорился. Сейчас это уже не принципиально. Осталось порядка 2,5–3 недель до окончания процесса конвертации, то есть с окончания 2025 года до 31 декабря 2025 года, 6 месяцев, вот этот срок. Дальше план под номером 2, план Б, как говорил господин президент, будет задействовано. Мы с вами выйдем этим летом на собрание, которое и даст жизнь нашему акционерному обществу Renaissance Space Labs. Собственно говоря, начиная с этого собрания, начинаются все наши с вами права и обязанности как акционеров, как держателей долей компании, э, как полноценных совладельцев компании Renaissance Space Labs. А, Когда будет собрание, каковая тема этого собрания, пока нам это неизвестно. Известно, что будет оно этим летом. Не ранее, чем через 6 месяцев после крайнего срока у нас получается начало конвертации. А это 31 декабря 2025 года. Такая вот оговорочка по Фрейду. Да, что времени уже достаточно много прошло. Извините. Конечно, 2025 года. Заканчивается этот срок у нас, получается, 1 июля, но вот к этому моменту и ждем каких-то решений. Я уже говорил в прошлый раз, неделю назад, и сейчас в течение недели просто эти вопросы опять возникали, повторю, для тех клиентов, кто сделал верификацию, загрузил документы, все хорошо, все здорово, замечательно, но при всем при том не получил монеты РСЛ. Почему? Потому что не захотел получать монеты РСЛ, не захотел на них переходить, но верификацию сделал и подтверждение верификации получил. И до сих пор еще не имеющие люди того же самого сертификата владения. Я задавал на прошлой неделе этот вопрос в компании еще раз. Получил подтверждение, что все объявления на эту тему будут сделаны по завершении самого процесса конвертации. То есть людям, которые так поступили, не стали брать монеты, а настаивают на том, что у них будет акции, дополнительно ничего делать не надо. Они вот все сделали, что от них требовалось. Верификацию прошли, все остальное они же, что называется, в своем праве. Ну,
Так. Что остается тем, кто все сделал? Ждать. Ждать – это одна из позиций. Ждать, когда будет собрание, ждать, когда у нас пройдет голосование по выходу на IPO. Ну, замечательно. Проведем мы это собрание. Для чего? Для того, чтобы сделать первичное размещение реальностью, которую все мы ждем. Потому что именно после первичного размещения у нас с вами наше желание, желание свободной продажи долей компании на обычном свободном рынке, вот они должны воплотиться. Но почему компания вообще идет на IPO и с чем она идет на IPO? Давайте, наверное, вот с этим вопросом еще раз разберемся. Объявить IPO можно, начать IPO можно. Вопрос, что такое IPO? IPO – это первое публичное размещение. Размещение для кого? Самый главный вопрос, а кто будет покупать доли нашей компании? Теоретически ответ на этот вопрос существует. Люди с деньгами, инвесторы всегда ищут какие-то венчурные инвестиции. Люди, те, кто занимаются инвестициями, на этом зарабатывают следующим образом. Никто не инвестирует в какой-то один токен, в какую-то одну акцию. Инвестирует всегда в пакет. Пакет у нормального инвестора должен быть сбалансирован. Что значит сбалансирован? Должны быть консервативные какие-то акции, которые приносят стабильный, но не очень высокий доход. Должны быть какие-то середнячки и должны быть обязательно венчурные компании. Что такое венчурная компания, что такое венчурная инвестиция? Ну, правильно сказать, это, наверное, рисковая инвестиция. То есть компания, которая может, подчеркиваю, может выстрелить. И в эту компанию верят, и в эту компанию вкладывают. Почему венчурная инвестиция должна быть в портфеле практически каждого инвестора? По одной простой причине. Венчурные инвестиции всегда самые доходные. Всегда они самые доходные. Не 1-2%, 3-4%. Очень часто речь идет о десятках процентов. А иногда и о сотнях процентов. То есть у нас есть на рынке, у нас, как у компании Renaissance Space Labs, своя ниша. Интересная ниша, которой мы можем занять. Эта ниша находится где-то, получается, между IT-компаниями и компаниями игровыми, гейминговыми компаниями. Как сегодня, наверное, многие из вас читали в новостях, там целая статья представлена компанией. Две революции отмечают компания была в сфере именно мобильных игр. Это когда первые вышли покемоны, но их не дожали, до конца не случилось, потому что экономику внутренне не была не просчитана, не продумана. Да, интерес был, да, бегали за ними, да, вышли из дома, да, дополненная реальность в мобильных телефонах появилась. Но экономическая составляющая на уровне магазинов и не более того. Плюс еще потом были некоторые проекты, которые вовлекали клиентов именно в экономику, но там не хватало игровой составляющей. Бенефициары компании, разработчики проектов компании, наш господин президент, все уверены в том, что Renaissance Space Labs как раз на опыте этих двух попыток, на опыте этих двух заходов имеет все шансы для того, чтобы покорить Олимп на сегодняшний день никем не заданный, не занятый вот таких вот экономических игр. Игр, внутри которых
есть нормальные экономические взаимодействия, есть нормальный экономический продукт. Вот они все наши токены, здесь они на этом слайде представлены, все они будут нам с вами нужны, все в свое время, абсолютно все. Все будут востребованы. Почему? Потому что они, эти токены, эти монеты имеют своего потребителя, который, используя эти монеты, создает что-то внутри метаэкономики, создает какие-то вещи, создает какие-то предметы, делает какие-то покупки. То есть все работает тогда, когда на эти монеты будет потребность. К чему я это все говорю и почему я это начал про IPO, для кого и для чего оно нужно? Мало просто так объявить, что мы идем на IPO. Нам надо с вами сделать так, чтобы наша компания, наша с вами, подчеркиваю, компания, потому что мы совладельцы этой компании, была привлекательна для сторонних клиентов, для сторонних инвесторов. Каким образом мы все это с вами можем сделать? Да очень просто. Работая на сегодняшний день и раскручивая, раскачивая все вот эти вот показатели нашей метаэкономики. Мы с вами на сегодняшний день маркетмейкеры. Ну, просто по умолчанию маркетмейкеры. То есть маркетмейкеры – это люди, которые владеют товаром, владеют рынком. Мы с вами будем продавать, подчеркиваю, будем продавать ресурсы мастерам игры, которые в эту игру придут. Когда они придут? 30 августа стартует новый кабинет мастера игры. Об этом написано во всех пресс-релизах, об этом сказано во многих выступлениях. 30 августа этого года начинается новый этап развития. Вот эти монеты, геймгоскоины, доминион коины, HMAP коины, Rix коины будут востребованы мастерами игры. А мастера игры после 30 августа должны прийти в компанию. Почему? Потому что это не только наше с вами приглашение, и не столько наше с вами приглашение, потому что мы с вами приглашаем кого, когда мы сегодня приглашаем, если работаем в программе HMAP, мы приглашаем маркетмейкеров. Просто по определению, то есть тех людей, которые зарабатывают ресурсы. Ресурсы, которые впоследствии будут продавать мастерам игры. Ресурсы оперативные, такие как Rixcoin, HMAPcoin, и ресурсы уже основные, это GameGoScoin, DominionCoin. GameGoScoin – монета для создания различных объектов внутри вселенной, внутри программы. DominionCoin как монета, которая именно как монета по купли-продажи внутри системы плюс территория X, она будет востребована. Работая в программе HMAP, в программе активного фарминга HMAP, мы с вами зарабатываем эти сами ресурсы. Программа 7 5 токен, HMAP 9, HMAP 7 Pro, самые денежные, самые интересные варианты HMAP 7 Pro. Вот, пожалуйста, это маркетмейкеры, мастера игры. Получается у нас 30 20 августа, конечно, 26 года. Ну, слава богу, что не 1900, да, 26, правильно, здесь не ошибся. 20 августа 26 года стартует кабинет мастера игры. С этого момента запускается реклама на специализированных сайтах, реклама на YouTube, реклама на специализированных ресурсах, реклама в интернете, ролики, какие-то другой рекламный контент. Все это зацикливается на компанию. И в компанию будут приходить мастера игры. Мастерам игры надо что? Мастерам игры нужны ресурсы.
Если человек заинтересовался игрой, если он хочет построить что-то внутри этой экосистемы, зарабатывать и играть и зарабатывать, именно играть и зарабатывать, он мастер игры, ему нужны ресурсы. Где он эти ресурсы должен взять? У вас. У вас, как у маркетмейкеров, не у компаний, а именно у маркетмейкеров. И вот начинаются уже 4 монеты, которые как минимум у нас имеют оборот, которые уже у нас востребованы. Рикс здесь особой как бы стороной идет по одной простой причине. Он уже сегодня у нас через Jambaline выводится, хоть в биткоин, хоть в USDT, хоть в Ethereum. Никаких проблем нет, а потом в тот же самый фиат. Остальные монеты востребованы. Кстати, не забывайте, что скоро фарминг Доминиона вообще закончится. Так что здесь тоже есть интересная вещь. Хорошо. Мастера игры. А они для чего? Они накапливают эти ресурсы, создают какие-то объекты, потому что дальше идет публичный старт. После того, как приходят мастера игры, за мастерами игры приходят игроки. Игроки – это те люди, которые резвятся, которые развлекаются, которые тратят какие-то деньги, небольшие деньги каждый, на покупку каких-то артефактов, на покупку каких-то предметов, на прохождение каких-то квестов. Неважно. Игрок получают удовольствие, игрок находится внутри пространства, которые создают мастера игры на те ресурсы, которые заработали маркетмейкеры и продали мастерам игры. Взаимодействие. Игрок что-то создал, что-то нашел, что-то за счет взаимодействия с игрой предмет сделал, через мастера игры он реализовал, тоже может получить, заработать какой-то фиат. Может стать на другой уровень, стать мастером игры. Мастера игры не работают в HMAP, не зарабатывают никоим образом ресурсы за счет фарминга, они их покупают только у маркетмейкеров. Вот вам экономика внутренняя этой игры. И, наконец, территория X – это еще один проект, проект очень интересный. Не устаю я про это говорить, повторю еще раз, почему территория X интересна. На сегодняшний день в основном все рекламные кампании не контролируются по принципу взаимодействия потенциального покупателя с объектом рекламы. То есть мы что-то можем слышать походя, сидя в автомобиле, слушая радио, можем что-то видеть, проезжая или проходя мимо какого-то билборда, или остановились на светофоре, смотрим там что-то на большом экране, на большом телевизоре, на Т-образном перекрестке, но что-то, какая-то информация прокатывает. Вопрос. Насколько идет конверсия от той рекламы, которую вы увидели, в конверсия в покупку взаимодействия с брендом? А не знает никто. Это делается просто примерно потому, что как. Потому что примерно, вот, наверное, вот так вот общий охват, общий объем. Посчитать это невозможно. Деньги тратятся огромные. Результат не всегда положительный, бывает достаточно скромный. Чем отличается от этих рекламных площадок та же территория X? На территории X игрок, то есть потенциальный клиент, взаимодействует с брендом. Принцип: тот, кто ходит по карте, тот, кто ходит в Legends of Internation, он ходит по территории, которая включена в программу территория X, и на этой территории X разбросаны, на этих ексотайлах разбросаны какие-то предметы, брендированные предметы, неважно что, это шапки, крышки, клюшки, ну, любые токены можно придумать и сделать. Я раз говорю, я не режиссер рекламных объявлений роликов, но принцип очень простой.
То есть, если там взаимодействует кто-то с токеном, а токен это может быть, ну не знаю, там, допустим, бренда Adidas, неважно, Nescafe, неважно, все что угодно, Ферри какой-нибудь, может быть, торговый магазин Lidl, гипермаркеты, все что угодно, неважно, просто человек с этим брендом конкретно взаимодействует. Сколько он взаимодействий сделал, ну, допустим, собрал 10 каких-то токенов, ну, и вот эти 10 токенов со своим смартфоном предъявил в том же самом Lidl, получил какую-то скидку. Но это значит, что он взаимодействовал с этим брендом, и Lidl, как реклама, получается, рекламодатель, да, он охотнее пойдет на такую рекламу, чем на рекламу, которая неизвестно, приведет к нему клиента, покупателя или не приведет. Вот такая вот история. Поэтому территория X это вообще считается очень хорошо. Количество взаимодействий, статистика, это очень удобно как рекламодателю, так и тому, кто предоставляет рекламную площадку, то есть нашей компании. Поэтому перспектива территории X достаточно интересна. Но, опять же, Legend of Interaction, территория X это не проекты сами по себе и не столько они сами в себе. Это ядро всей нашей экосистемы, включая сюда третий проект, Интератом. Да, Интератом связан с GOS, с этой платформой. Разделение произошло, и кто-то на фоне этого разделения сказал, да, и бог с ним, вот когда Интератом будут запускать, тогда я включусь, тогда я начну, тогда я буду. Зачем мне Legends of Interaction, зачем мне территория X, я в игры не играю, но и как это вообще может быть связано, и как это может влиять на интератом. А влиять это на интератом может очень самым даже прямым образом, прямым способом. Интератом – это маркетплейс услуг нового поколения. Ну и кто станет первым клиентом этого маркетплейса услуг нового поколения? Кто туда пойдет, кто с ним будет взаимодействовать, кто дальше понесет всю эту информацию и свои впечатления о этом маркетплейсе. Это, конечно, те люди, те игроки, которые зашли в игру, работают, зарабатывают, работают, именно работают, потому что там метаэкономика, они в игре работают, играя работают. Работают, значит, зарабатывают. Ну, это и есть работа, играть. Хорошая работа. Кто-то так и будет играть, мастер игры. Он как мастер игры будет своей работой зарабатывать себе деньги. Ну, почему? Есть игроки, есть маркетмейкеры, все они потенциальные клиенты Интератума. Мало того, что потенциальные клиенты, они же и естественная рекламная масса, которая будет разносить рекламу того же самого Интератума. Все вместе это вообще элементы нашей метавселенной. Вот потихоньку, полигоньку, вот все эти элементы, ядро экосистемы, все это вот строится и в конечном итоге завязывается вот в такую как раз интересную экосистему. К чему я все это опять говорю? Почему я опять все это рассказываю? IPO. IPO не на пустом месте. IPO просто объявить, ну и что дальше? Ну, объявили, ну завтра IPO, ну послезавтра. IPO тогда работает, когда весь этот проект востребован. Кем он востребован? Востребован теми людьми, кто пришел сюда в нашу экосистему, показал свою заинтересованность в метаэкономике. А дальше уже инвесторы, которые видят, что это не просто токены, это не просто монеты, не просто что-то купил через полгода продал, на разнице заработал, а дальше они шить токенами стали, а то, что это рабочие токены. Токены, которые задействованы в экосистеме. Именно к этому стремится компания, именно эту сложнейшую задачу стремится решить вместе с нами. И вместе с нами. Потому и идет это не всегда гладко. Если бы все было просто, ну, что ж, как в любом пирамидосе. Бери больше, кидай дальше. Ну, давно бы уже все это свалилось и, не знаю, быльем поросло, что называется.
Это, это тяжело. Это действительно тяжело. Ну, мы с вами видим, сколько усилий прилагает та же самая компания для того, чтобы ну, вот все это, то, что делается, было достойно и на уровне достаточно серьезном, э, как это принято делать в мире. Но э, наша с вами задача, наша с вами задача как потенциальных клиентов Интератома, именно Интератом, потому что пока мы клиенты компании, да, и маркетмейкеры, э, увеличивать наше сообщество, увеличивать наше комьюнити. Чем больше комьюнити, тем больше у нас охват экономики. Чем больше рост экономики, тем это более привлекательно, метаэкономика, конечно, тем более привлекательно для инвесторов. Ну окей, компания для этого различные проекты предлагает нам с вами. Вот сегодня, к сожалению, закончился вот этот проект. Особые пакеты 750, 950 и 750 Pro, которые можно было купить за X, где уже были 20 активированных пинов для каждой из вот этих систем HMAP. Для HMAP, просто напоминаю, что он должен был закончиться 15-го, сегодня 16-е, сегодня с утра еще работало. Ну, это чисто технический получается сбой. Сегодня, по-моему, после обеда уже, по-моему, отключили эту ситуацию. Ну что ж, кто успел, тот успел. Кто не успел, будем ждать в следующий раз, когда будет нечто подобное. Ну, что, интересные, хорошие пакеты. Но еще работает у нас возможность приобрести фабрики дронов. Это следующее, что было запущено. Было запущено на прошлой неделе. Это фабрики дронов. Что это такое? Для чего эти фабрики нужны? И кому они нужны? Смотрите, вот как раз то, что очень вкусно, то, что интересно, это то, что гарантированно приносит, будет приносить доход. Вопрос, когда, вот не скажу. Тогда, когда это заработает. Когда это заработает это вместе со стартом игры, когда придут мастера игры. Мастера игры начинают приходить у нас после 20 августа, соответственно, по логике вещей, вот эти фабрики дронов можно, или сами дроны должны быть востребованы мастерами игры и востребованы как минимум не только сами дроны, но и фабрики, дроны, само собой, плюс фабрики, тоже само собой, для того, чтобы в игре нормально себя чувствовать. Соответственно, я думаю, что с осени где-то все вот это должно начаться. Фабрики должны начать, ну вот условно говоря, дымить, то есть производить дроны. Смысл в чем? Каждая фабрика, ну, да, информация до 1 мая 27 года, выпустить 5 фабрик из серии. То есть это первые фабрики сейчас выпускают первых дронов, будет еще четвертая серия, это первая, третья, четвертая, пятая, еще 4 серии будет выпущено. Фабрика производит дронов. Один дрон в неделю. Смысл в чем? 52 недели в году. Соответственно, 52 дрона в год. Что с этим счастьем делать? Первый вариант. Тот, кто купил себе эту самую фабрику, есть рекомендуемая цена, по которой он ее может продать мастерам игры. Это 18 рикскоин. Мастер игры может купить у вас эту фабрику, может не купить эту фабрику. Зависит от того, насколько у него будет просто для этого настроение, желание, возможность. Да и может быть что-то ну, вот, срастется, не срастется. Соответственно, здесь не совсем гарантированный доход. Но компания сказала нам с вами следующее.
Вы можете продавать не только фабрике, а можете просто оставить фабрики себе. И пусть эти фабрики колотят вам по одному дрону в неделю. За год 52 дрона. Куда их девать? Не хотите продавать эти дроны, подчеркиваю, разница, можно продать либо фабрику, можно либо продать дрон, который производит эта фабрика. Если продавать дроны, рекомендованная цена максимальная 3 рикскоина, которые рекомендует система. Но если вы не хотите заниматься продажами дронов, для мастеров игры вы можете их гарантированно реализовать в систему. Один дрон, один рикскоин. То есть получается, что одна фабрика в неделю это 25 евро, один дрон, да? В месяц это получается 100 евро, 12 месяцев, 1200, ну там чуть больше, да, ты, получается 1000, почти 1300 евро в год. Одна фабрика. 10 фабрик 13 тысяч. 20 фабрик, соответственно, да, получается уже 26 тысяч. Что и где, как эти фабрики. Причем, подчеркиваю, это гарантированная доходность. То есть система будет выкупать у вас не купленные мастерами игры дроны. Если вы не хотите их где-то выставлять за 3 рикса, система гарантированно их купит по одному риксу. То есть, когда мы говорим о том, что 20 фабрик, 26 тысяч в год получается, разделили на 12, это что у нас? Ну, где-то около 2000, да? Ну, поменьше. 2000 евро в месяц. Ну, 20 фабрик. Вот такой вот доходность по дронам дадут. Просто гарантированная доходность. От системы. Кто-то сейчас улыбнется, кто-то сейчас усмехнется. Про гарантированные доходности где-то мы уже слышали. Но, опять же, я сейчас вам транслирую то, что написано на официальном сайте компании. И то, что подтвердил мне господин президент. Есть гарантированная доходность. Именно то, что производят фабрики, система в любом случае выкупит назад. Когда? Тогда, когда эти дроны начнут производиться. Когда они начнут производиться? С момента, когда начнет работать первая фабрика. Когда начнет работать первая фабрика? Предполагаем, что со старта нового кабинета мастеров игры. Вот с этого момента. Почему? Потому что, собственно говоря, и дроны, и фабрики, они тот актив, который мастерам игры в том числе нужен. Где и как их купить, мы с вами уже видели. Количество выбираем, пробиваем, забираем. Ну да, на сегодняшний день, как вы помните, ситуация следующая. Всего 7 тысяч таких фабрик в продаже, фабрики дронов. Первую 1000 раскупили за 3 дня. Сейчас идет в продаже 3000 таких фабрик, но по цене уже по 20 GameGoScoin, ну не 20, да, 2 GameGoScoin, 2 HMAP и 2 ваучера на покупку фабрики. Вот если брать одну такую фабрику. То есть на сегодняшний день вот второй этап. Второй этап. Будет еще третий этап, еще 3000, но там в 3 раза будет дороже. Что такое Pre-Factory DX, который необходим для того, чтобы такую фабрику себе купить? Да, обычный сертификат. Сертификат, ваучер, как хотите, так и называйте. То есть это нечто, что подтверждает вашу возможность приобретения. За что она дается, как получается? Любой активированный пин в системе HMAP дает вам один Pre-Factory DX. Вот этот вот самый ваучер.
Любой один активированный пин. Два пина активировали, два вот этих ваучера получили. Добавили два EM госкоина, добавили сюда два HMAP и купили еще себе, прикупили фабрику. Почему нет? Почему нет? Технически, как это делается, мы с вами уже разбирали. Ну, наверное, смысла нету сейчас все это еще раз повторять. Были в продаже и фабрики, которые плюс дают несколько большее количество дронов, но, увы, их раскупили еще быстрее, чем все остальное. Но они там была заморочка, их можно было приобрести только когда Риксмайнер надо было прикладывать сюда. Но, опять же, если кто-то, имея Риксмайер, не успел купить эту фабрику, не переживайте, Риксмайнер-то, он, если покупаешь такую фабрику дронов, Риксмайнер списывается, вообще уходит из кошелька. А если, конечно, вот вы хотите в системе, чтобы Риксмайнер вам Рикс где-то вот майнил, ну, он еще будет пригодиться. Не успели, если купить, не переживайте. Востребованность этих риксмайнеров еще будет. И еще как минимум 4 вот таких серий, таких фабрик будет. Ну окей. Что еще? У нас на той неделе был включен, вернее, ну, на позатой, да, побольше, чуть больше получается, да, и включили нам, по-моему, в субботу эту программу. Программа создания своего личного рынка мастеров игры, наверное, так ее можно описать. Русскоговорящий наш канал, нашу команду, всех русскоговорящих включили в команду номер 5. Неважно, почему ее так назвали. Наверное, просто для того, чтобы учет было проще делать. Суть не в этом. Суть в том, что начиная с 19 мая этого года идет учет тех рикс-коинов, которые вы заработали в системе HMAP. Принцип очень простой. Один лично вами заработанный в этот период рикс-коин равняется одному мастеру игры, который вам даст компания, не для знакомства, а для продажи ему тех активов, которые у вас есть. Вот здесь надо четко понять ситуацию, понять разницу между золотой тысячей и вот этим формированием личного рынка мастеров игры. Она заключается в следующем. Золотая тысяча – это все-таки проект и программа на расширение структуры, то есть рассчитана на взаимодействие с потенциальным клиентом, на то, что он будет покупать, дальше продавать, и расширение структуры какой-то от этого произойдет. А вот эта программа – это возможность связать вас напрямую с покупателем, минуя компанию, минуя marketplace у нас Entology, да, потому что в дальнейшем это будет через marketplace токенов Entology все эти взаимодействия проводиться, а это напрямую, то есть вы и ваш покупатель. Чем больше у вас рикс-коинов лично заработано в HMAP за этот период, тем больше мастеров игры вы получаете. Но надо не менее 10 рикскоинов заработать в этой программе. То есть 10 рикскоинов, 10 мастеров игры. 50, ну, значит 50, 100, 100, 1000, 1000. Все здесь достаточно просто. Заканчивается эта программа вместе со стартом нового кабинета мастеров игры. Это тоже, наверное, логично и понятно. Работает она до 20 августа. В зачет идут
только те рикскоины, которые лично вы заработали в программе HMAP, то есть в результате закрытия комбинации в HMAP и получения соответствующих ресурсов. Ну, в этом, наверное, лидерские сюда не идут. Риксы, которые приходят извне через USDT, битки и прочее, тоже они сюда не идут. Только заработанные в HMAP. Ну, наверное, здесь логика абсолютно понятная. Раз вы заработали в HMAP как минимум 10 рикскоинов, соответственно, у вас, если есть 10 рикскоинов, соответственно, как минимум у вас есть 5 H-мапов, есть, соответственно, ну, там у нас коэффициент не 5, а 7 доминионов и 7 геймгускоинов. Это как минимум. Заработали 100 риксов, соответственно, вся эта пропорция в несколько раз увеличивается. Если вы заработали риксы, у вас есть что продавать мастеру игры, которого к вам направит компания. Вот вся логика этого проекта. Проект рабочий, я смотрю, что люди рикс зарабатывают, гарантируют себе покупателя, но, собственно говоря, посмотрите свои программы HMAP, HMAP и 9, и 7 Pro, и семерку. Посмотрите, где, может быть, какие-то позиции можно подзакрыть, активировав 2, 3, 4, 5, 10, подчеркиваю, 10 пинов, заодно получите 10 ваучеров для покупки фабрики, заработаете какое-то количество рикс, а эти риксы, один рикс равняется одному мастеру игры, пришедшему к вам именно напрямую. Кстати, компания пошла еще и дальше в этом направлении, и одна фабрика, купленная вами, это тоже равняется одному мастеру игры, который будет лично у вас покупать те ресурсы, которые у вас в данный момент есть. Вам не надо будет конкурировать ни с кем на рынке, ни по цене, ни по времени через тот же и Entology Marketplace, а напрямую взаимодействовать с теми людьми, которые придут по рекламе, и которым эти ресурсы нужны будут просто-напросто по определению. Ну что, коллеги, вот и все, о чем я хотел сегодня вам напомнить. Собственно говоря, можем мы на этом презентацию как минимум закончить. А для того, чтобы закончить, нам надо остановить показ. А для того, чтобы остановить показ, нам надо перейти в такой режим. Дальше мы с вами возвращаемся в наш обычный зал. И все то же самое, как обычно. Если все понятно, плюсики. Если есть какие-то вопросы, вопросительные знаки. И, соответственно, пишите ваши вопросы, будем с ними разбираться. Угу. Ну что, несколько плюсиков есть, ни одного вопроса не вижу. А, вообще-то меня слышно, меня видно? Плюсики? Хоть парочку-то еще кто поставит, или у нас со связью что-то пришло? Прошло не то. А, все, говорит, вижу, Татьяна, вижу, все, спасибо. Может быть, была задержка какая-то в связи. Так, ага. 8 января я написал в компанию, как я могу получить посылку из типа золотой слиток 1 грамм. Но я не получаю ответа. Так, вы где, к кому, к какой структуре относитесь? Если к моей структуре, через руководителя мне, пожалуйста, ID, номер свой и этот вопрос. Если не у меня,
а к Олегу идете, допустим, или, я не знаю, к Марине Валыко, по... Если у меня тут через руководителя, пожалуйста, Банга, я смотрю, у нас, у вас. Через Бангу давайте кидайте мне свой ID-номер, краткое описание и вот эту вот дату, что 1 января такое письмо было, 8 января такое письмо было написано. Окей? Желательно завтра с утра до 10 часов. Хорошо? Соответственно, я задам вопрос, я думаю, что мы получим ответ на него как минимум. Окей? Насчет, я сразу. Ну, все, разберемся. Дальше разберемся. Что там предложат, что скажут. Рикс Майнер можно передать друг другу? Вы знаете, я не могу сейчас об этом точно сказать, потому что надо посмотреть просто интерфейс. Если там есть кнопочка трансфер, конечно, можно. Но, по-моему, можно было. Простите, но действительно, не помню сейчас отвлекаться, смотреть не хочу. Зайдите, посмотрите. Вы же знаете, где он находится, Рикс Майнер? Ну, на International Alphabet Wallet, либо на нашем, как обычно, Olympia Lab, если там есть кнопочка трансфер, тогда пожалуйста. Если нету, то значит нет. Мгм. Что еще? Дальше плюсики. Ну что, коллеги, тогда спасибо за внимание. Приятно было пообщаться. Надеюсь, не бесполезный у нас сегодня был разговор. Хорошего вам настроения, хорошей рабочей плодотворной недели. И встретимся, я так понимаю, мы в следующий вторник с вами. Все как обычно, 20:30 по Москве. Оно же восточное, европейское и московское время. Оно летом у нас с вами совпадает. И дай бог нам хоть немножко побольше тепла. Я смотрю, у всех похолодало и в Москве, и в Прибалтике. Как-то вот все-таки немножко лета хочется. Ну и не только погодного, но и нам с вами. Давайте повеселимся. Все. Всем спасибо за внимание. До следующего эфира. Всегда с вами, всегда ваш Михаил Квасов. Пока-пока.